Собор Святого Павла и коллегиальная церковь Святого Павла является англиканским собором епархии в Европе, расположенным на площади Независимости в Валетте, Мальта. Собор – это церковь со статусом собора, но не являющаяся главным собором. Это один из 3 соборов англиканской епархии Гибралтара в Европе. Собор был заказан вдовствующей королевой Аделаидой во время визита на Мальту в XIX веке, когда она узнала, что на острове нет места для англиканского богослужения. До этого англиканские службы проводились в комнате во дворце Великого Магистра. Построенный на месте Абергард-Ялли-Магны, монастырского дома немецких рыцарей-госпитальеров, собор был спроектирован Уильямом Скэмпом и был построен между 1839 и 1844 годами. Королева Аделаида заложила первый камень 20 марта 1839 года, и ее знамя висит над хорами. Первоначальные планы были разработаны Ричардом Ланкаширом, однако здание оказалось неустойчивым, поэтому работы пришлось возобновить по планам Скэмпа в 1841 году. Проекты Скэмпа располагали алтарь на западной стороне церкви, но епископ Гибралтара придерживался более консервативных взглядов, поэтому проекты были изменены, и Скэмп спроектировал апсиду внутри больших дверей, чтобы удерживать святилище на восточной стороне. Во время Второй мировой войны собор получил незначительные повреждения, и крыша рухнула, но большая часть конструкции осталась нетронутой. Во время реставрационных работ первоначальные проекты Скэмпа начали обретать форму. На западной стороне собора были построены хор и алтарная перегородка. Также была включена кафедра с экраном, посвященным сэру Уинстону Черчиллю. Новая канцелярия была освящена архиепископом кентерберийским Джеффри Фишером 2 декабря 1949 года в присутствии принцессы Елизаветы. Затем восточная сторона собора была преобразована в баптистерий. Подвал, построенный из остатков фундамента Абергард-Ялли-Магны, никогда не использовался. В 1928 году епископ Гибралтара Наджент Хикс открыл подвал как новый приходский зал. В 1938 году он был преобразован в газонепроницаемое бомбоубежище, которое в первые дни конфликта использовалось капелланом, его женой и десятками мальтийских граждан. В 2005 году он был восстановлен и модернизирован. Являясь достопримечательностью Валетты благодаря своему шпилю, возвышающемуся более чем на 60 метров, он построен из мальтийского известняка в неоклассическом стиле. В соборе есть колонны с капителями Коринфского ордера, а капители 6 колонн портика и ионического ордера. Внутренние размеры здания составляют 33,5 метра на 20,4 метра. За главным алтарем находится картина под названием «Иксихома», работа Шалона, предоставленная в 2014 году. Шпиль собора сам по себе является достопримечательностью, поскольку его особенно видно в гавани Марсамшет. Здание церкви включено в национальный перечень культурного наследия Мальтийских островов. 9 февраля 2017 года Церковный совет запустил проект по реставрации здания и шпиля с целью собрать 3 миллионов евро для покрытия расходов. Над входом в собор находится орган, который изначально находился в Честерском соборе на северо-западе Англии. Одномануальный инструмент был построен в 1684 году Бернардом Смитом. Существует давняя традиция, что на нем играл Джордж Фредерик Гендель, когда направлялся в Дублин для первого публичного исполнения «Мессии». Считается, что он провел несколько последних репетиций, чтобы отточить некоторые хоры в Честерском соборе в 1742 году, когда орган был размещен в соборе. Однако его несколько раз меняли и перестраивали, в последний раз Кеннетом Джонсом из Дублина. Дубовые панели вокруг главного алтаря являются памятником союзным частям, которые принимали участие в обороне Мальты в период с 1940 по 1943 год. В проходах висят 12 флагов, представляющих, среди прочего, Королевские военно-воздушные силы, Британский торговый флот и Королевский флот.